Ну что, друзья, близится лето, и мы с вами записываем новый топ-5 ТВ-боксов от 50 до 100 баксов из Китая. И что самое интересное, он полностью изменился. Уж слишком много чего произошло. Так что это все на канале Технозон. Поехали. Мы с вами на главной странице нашего канала, и хочу вам сказать, что подписавшись и нажав колокольчик, вы не пропустите дальнейшие наши обзоры. Ну а также все, что мы будем сегодня обговаривать, все ТВ-боксы, ссылки на обзоры, во-первых, обзоры, чтобы вы не говорили, что я их не видел, и ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под этим видео. Ну и версия на украинском языке этого обзора доступна по ссылке в описании. А мы начинаем. И вы тут увидите Микулка М6 Deluxe, который очень долго держался в топ-5 от 50 до 100 баксов, и, честно вам скажу, он пока что вылетел во внетоп. И тут сейчас такие там возмущенные глаза, эмоции, как так, я же покупал, оно работает. Да, если вы ранее покупали, это все прекрасно работает, но последняя ревизия, которая пошла на текущий момент, у нее есть проблемы с воспроизведением там некоторого контента, то есть есть какие-то пролагивания изображения, и это конкретный брак последней ревизии, поэтому мы должны это предупредить, мы должны это выпустить, и пока что из топа мы его опустим. То есть у нас есть чат Микулка М6 Deluxe, вы можете перейти туда и посмотреть, насколько часто там эта проблема появляется. Поэтому насколько бы он не был интересен и у него не было бы там Amlogic S905X4 процессора, 4 на 64, при этом при цене, допустим, $95, и не было бы у него AV1 кодека, Bluetooth 5.1 и 1000 мегабитного LAN, на текущий момент мы пока что воздержимся от рекомендаций покупки этого ТВ-бокса. Поэтому он во внетоп, долго на нем задерживаться не будем. Поехали дальше. Микулка М7 Plus до сих пор находится во внетопе, но я не скажу, что он супер плохой ТВ-бокс, но при этом слишком уж он компромиссный получился на фоне того, что сейчас вышел Xiaomi Mi Box S второй генерации. Объясню, в чем фишка. Дело в том, что этот Микулка М7 Plus, он имеет 100 мегабитный LAN, Amlogic S905Y4 процессор, у него есть сертификация Netflix, есть сертификация Dolby Audio, нет, конечно же, Dolby Vision, есть HDR10+. С формулой памяти 2 гигабайта на 16 гигабайт хранилища на Android 11. Но при этом мы понимаем, что его цена 73 бакса. И он еще и на Google TV. То есть вроде бы неплохо, а вроде бы и Google TV. И смысла в этом ТВ-боксе на фоне Xiaomi Mi Box S, который работает на 905X4 процессоре, более мощном, я не вижу. То есть я вижу здесь Y процессор, я вижу здесь, допустим, лицензии и сертификацию, но не вижу в нем смысла, потому что за 72 бакса я найду прикупить что-нибудь поинтереснее. Хотя ссылка на этот ТВ-бокс лежит в описании под видео. Вы можете пойти посмотреть обзор и, конечно же, посмотреть на актуальную цену от проверенного продавца. А вот на пятом месте у нас появился в нашем топе, это мы уже добрались конкретно до топа, как раз и появился тот самый Mi Box S второй генерации 4К на Amlogic S905X4. И тут есть вот в чем фишка его, да, там пока что он на пятом месте, потому что у Google TV есть неразрешенные проблемы с глобальным голосовым поиском, и вот сам по себе интерфейс, он пока что не сильно интересен нашим подписчикам. Но я вам говорю так, наличие Dolby Vision, наличие Dolby Atmos, наличие DTS, наличие сертификации и нового проца с сертификацией Netflix делает его достаточно интересным вариантом. Работает автофреймрейт через TV Quick Actions, уже появился в TV Quick Actions IFR под Google TV, это огромный плюс. Плюс в нем пульт есть с инфракрасной опцией, то есть вы можете настроить на управление, допустим, каким-то телевизором, саунд-панелем, то есть саундбаром или вашим ресивером, то есть он это тоже поддержится. Но в остальном всем это обыкновенный стандартный Mi Box S, старенький, но при этом более мощный, более стабильный, более интересный на Android 11. То есть Google TV с оболочкой Google TV на Android 11. Я надеюсь, что скоро изменится этот интерфейс, когда над ним поработают умельцы. И плюс его цена $56, и все это говорит о том, что он все равно будет бестселлером. Я вот ему пророчу большое будущее, когда его просто-напросто допилят, доработают, и уже на текущий даже момент у меня есть один, а вы уже там, в принципе, решайте сами. А вот на четвертом месте у нас Hakko Pro, и это сертифицированный Android TV Box, не Google TV Box, Android TV Box с формулой памяти 4 на 60, вернее 4 на 32, что-то у меня на 64, при этом при цене в $55.
$900 на процессоре AMLogic S905Y4 с поддержкой кодека AV1, с сертификациями Netflix, с лицензией Dolby Audio. И вот, в принципе, он, знаете, так очень неплох, но нет Dolby Vision, нет Dolby Atmos. И тут как бы вот момент вот этот вот появляется. И плюс это Y4 процессор, он не такой мощный, как X4, хотя достаточно хорош. Он у нас занимает 4-е место, потому что все-таки вот есть вот эти вот моменты того, что хотели бы мы иметь чуть-чуть больше, чем есть. То есть мы хотели бы иметь нормальный там Dolby Atmos, мы хотели бы иметь Dolby Vision, но при этом он неплох. Вот давайте так, совсем неплох на 4-м месте. Это не значит, что он недостоин там 1-го, 2-го, 3-го. Это значит просто есть боксы, которые в силу, в совокупности своих свойств немножечко поинтересней. А на 3-м месте у нас сидят семейство Yugus X4, Yugus X4 простой и Yugus X4Q. Но на фоне того, что простой сейчас, вот допустим, если сравнивать по прошке, стоит $92, а X4Q стоит с Bluetooth пультом голосовым стоит $98, при этом этот на Android 11, при этом этот еще имеет и сертификацию DRM L1, а этот не имеет, то я бы вообще уже Yugus X4 семейства, конечно, рассматривал бы, но не настолько он нам интересен, как X4Q. То есть X4Q сейчас это приставка выбора, если брать из Югусов на X4 процессоре. То есть если у вас есть Yugus X4, нет смысла менять на X4Q. Если вы делаете покупку и смотрите на Yugus, то это будет вот как бы лучшим приобретением. Да, цена, конечно, кусается, но при этом вы можете рассмотреть вариант X4Q+, при этом вы можете рассмотреть вариант X4 Cube, который стоит там $80. И знаете, в чем фишка? Я уже выпускал там ролик, почему там нужно купить Android TV. Мне там задавали вопрос, там идет вопрос об обновлении на Google TV, и Android TV уже потом не будет. А Югусов это не касается, потому что, во-первых, у них есть свой Android TV модуль, который не обновится в конечном итоге до Google TV, и плюс у них есть изначально, если вы не хотите морочиться с Android TV прошивкой, у них изначально на чистом Android есть оболочка а-ля Google TV, а-ля Android TV, и плюс еще и со своим Yugus поиском, со своим плеером Uplayer, который они тоже разработали. И вот это вот дает ему большое преимущество. То есть это такой себе, знаете, 50-50 бокс для какого-то нелегального контента, и плюс еще что-то там погонять, какие-то сервисы можно. Конечно же, не Netflix в 4К, HDR там, но при этом у этого бокса есть большое количество плюсов в том плане, что преимуществ, вернее, что он в режиме проброса пробрасывает звук Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS HD Master Audio, DTS X, и все это в режиме проброса. У него есть все виды автофреймрейта без какого-либо там TV Quick Action и всего остального. У него есть свой ремаппер, у него есть Samba сервер, у него есть CIFS клиент, у него есть там огромное количество кастомизируемых каких-то моментов и правильные выходы из режимов сна, и самый крутой ЦИК вы можете управлять через ЦИК любыми устройствами, которые подключены, потому что у него самый крутой ЦИК, практически как у Шилда. И плюс это все работает на AMLogic S905X4, у него классный Wi-Fi 5 ГГц, поэтому действительно это неплохо. Неплохо, существует в 3 вариантах, плюс Pro и Cube, и само собой, ну плюс сюда уже не попадает, потому что он вылетел за сотку, это 4/64. Поэтому X4 можно было бы рассматривать, если там совсем не дотягиваете, X4, разница невелика просто, то есть если брать X4, здесь вообще X4 Q за сотку вывалился, поэтому смотрим как есть. А вот на 2-м месте у нас целых 3 TV-бокса, и это у нас 2 Mikula KT1, это Mikul серия, и 1 Mikul KM2+. Сейчас вот по порядочку, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Mikul KT1, почему их 2? Потому что их существует 2 версии, это Mikul KT1 T2 и Mikul KT S2. Один рассчитан под эфирное телевидение T2, второй рассчитан под модуль спутниковый, то есть у него есть S2, вот этот вот DVB-S, сейчас я вам покажу. Вот, поддерживает DVB-S и S2, и плюс у него есть кодек AV1, кстати, у всех здесь практически есть кодек AV1 сейчас в топе, и это не только этот аспект, почему они нам интересны. Формула памяти 2/16, здесь Android TV 10 сертификат, в котором работает автофреймрейт через TV Quick Actions.
на секундочку. Да, здесь нет Netflix, но здесь есть лицензия Dolby Audio. Он очень стабильный, он классно работает. У него есть неплохой Bluetooth пульт, на который можно программировать кнопки вашего телевизора. И стоит это все дело S2 за 56 баксов, ну T2 почему-то 80 баксов. Хотя можете пойти в описании под видео и посмотреть актуальную цену. Я думаю, что на текущий момент может что-то измениться. То есть цены колеблются и вообще для каждой страны, и для каждого покупателя они разные абсолютно. А вот, кстати, слушайте, забыл, он работает тоже на Amlogic S905X4, и жалко, что у него единственное 100 мегабитный LAN. А вот что с Mikulka M2 и почему он опять взлетел на второе место и до Поднебесья, я вам сейчас покажу одну выписку с интересного момента такого. Дело в том, что еще в конце 2022 года, то есть когда я делал обзор, помните, там была тема, что был Dolby Vision, а потом Dolby Vision пропал. Так вот, прошивка от 7.11.2022 у нас добавляет в настройки экрана политику HDR, адаптивный HDR, появился кодек Dolby Vision. И, само собой, там обновился патч безопасности. И обновить его можно просто-напросто через вашу флешку. То есть это ТВ-бокс с формулой памяти 2/16, сертифицированный. Получается уже с Dolby Vision. У него есть Dolby Atmos. По-моему, насколько мне не изменяет память, мы сейчас посмотрим по картиночкам. Сейчас. У него, Dolby Audio у него есть 100%, у него есть Netflix, Prime, само собой, именно сертификат DRM L1. Еще и пульт у него Google пульт, который позволяет управлять, допустим, управлять телевизором, либо саунд-панелью, либо саундбаром. То есть это классная тема. Посмотрите наш обзор, и для меня он еще поддерживает HDR10+, AV1 кодек, и при этом он еще и на Android TV. На Android TV 11 на Amlogic S905Y4. Суперовая штукенция. А на первом месте из соотношений цены и качества у нас прям лидер продаж. Я вам объясню, почему он здесь сейчас находится. Это TOX 3, потому что за 58 баксов вы получаете чистый Android с 1000 мегабитным LAN. Это вот то, зачем страдают. Amlogic S905X4, AV1 кодек, поддержка 4К HDR 10+, нет здесь Dolby Vision, но при этом это такая Югус-ассоциированная прошивка, в которой есть тоже Samba сервер, CIFS клиент, в нем есть режимы проброса звука Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, HD Master Audio, то есть вы здесь получаете, да, здесь нет оптического выхода, но оптику можете взять из телека, к тому же оптика HD звук все равно не тягает, здесь главное HDMI. И вот это соотношение у нас, слушайте, а что он за 50? Стандартный его набор. Вот это соотношение цены и качества, что вы получаете там чистый Android, на который вы можете накатить модуль Android TV за 58 баксов, именно мощный. Тут же говорится о мощности, потому что те, кто смотрит раздачи, они прекрасно знают, что, допустим, за 58 баксов получить 1000 мегабитный LAN, который нужен реально для этих дел, и плюс хороший Wi-Fi 5 ГГц, не так-то просто. То есть, конечно, можно там поискать какие-то варианты и компромиссы, но этот бокс на текущий момент это хороший компромисс при соотношении цены, качества, возможностей и мощности. Вот таким вот образом. Ну а пишем свои варианты топов в описании, вернее в комменты под эти видео. А с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.